Всем привет, меня зовут Владислав, я проектирую деревянные конструкции и сооружения. Последние 4 года я работаю в программе Archicad в плагине Archiframe. В этом видео я покажу свои наработки в нем, что я изменил, какие функции добавил и какие у меня дальнейшие планы на разработку плагина. Вообще изначально я планировал работать в Revit. В нем я сделал свои две дипломные работы и некоторое время после учебы работал. Но когда я устроился в компанию, которая занималась производством деревянных конструкций и сооружений, я обнаружил, что они работают в программе Archicad и используют плагин Archiframe. Причем Archicad у них был 20-й, а 24-й был на тот момент актуальным, но они его не использовали, потому что там были проблемы с выгрузкой в Excel. После знакомства с Archicad, Archiframe, я все так же хотел привести отдел на Revit, потому что он гораздо более функционален, у него более широкие возможности, и в принципе он более современный с точки зрения устройства самого ядра программы. Но я столкнулся с проблемой, что в Revit нету таких доступных плагинов, как Archiframe. Есть около 4 штук различных плагинов, но все они стоят там от $3000, условно говоря. И у них очень функционал, скажем так, не совсем подходит под нужды производства. Там очень сложный интерфейс. То есть, если в архифрейме там еще нужно разобраться, то в Revit там вообще страшно было. Страшно, что творилось. Там все эти плагины, они разбиты все по функциям. То есть ты там платишь $1000, тебе дают одни функции, потом еще $1000 там другие. Все разбросано по разным оболочкам и вообще непонятно, как с этим работать. Ну и плюс, естественно, там все заточено под западный рынок, соответственно, все на английском языке также. Причем не просто на английском, но и на технически сложном английском. То есть там термины английские, которые сходу так не поймешь, что это значит. Там основная проблема в том, что одно слово, условно, если мы в простой речи оно обозначает одно, то когда начинаешь разбираться, как это слово вообще применимо вот, в техническом плане, если как, например, условно говоря, вот там тоже был такой аналог, что слово приводится как шатер на русский. А как это перевести, ну, как это в технологическом плане? То есть, что это значит? Непонятно. Вот. Ну и, соответственно, и цена, и непонятки эти все. В итоге я принял решение, что нужно все-таки оставаться в Архикаде, потому что это, ну, по сути, единственный был вариант на тот момент. И плюс сам Revit, он очень сложная программа. Его нет такого, вот как в Архикаде, ты условно открываешь там какой-нибудь шаблон проекта и начинаешь делать все подряд. Нет, там пока ты там курсы не пройдешь, ты даже колонну и то там не просто построить, вот как тебе надо. Я помню, работал одно время, долгое время в Архикаде, потом решил в Ревите там какое-то семейство сделать экспорт в Архикаде и там что-то поделать. В итоге я вообще там сидел, и тупил, не понимал, как это вообще сделать, почему так сложно, почему там всякие эти плоскости, проекции не дают мне просто колонну сделать, как я хочу. Ну, то есть довольно сложная программа, и ну, это было нереально просто перевести на Revit. Вот. Поэтому я стал копаться в плагине, ну, в архивкаде и в плагине архифрейма. Основная проблема, с которой я столкнулся уже непосредственно в работе с архифреймом, что все-таки это финская программа, и она тоже
заточена под американские нужды. И, соответственно, там все было тоже на английском языке. Плюс еще одна проблема была, что ну, какого-то всеобъемлющего руководства нет. Есть справка Archiframe Inc., да, где там указаны основные функции и их описание. Но там тоже надо было разобраться, что к чему, и все это требовало времени. То есть новичку это не так просто. Взял и разобрался. А сподвигло меня вообще заняться автоматизацией то, что когда я работал, очень много было рутины. В частности, вот с оформлением прям очень много чего приходилось постоянно одно и то же делать. Там всякие образмеривания, оформление, там у нас были требования по штриховкам, там по цвету деталей. То есть, чтобы все это было красиво, наглядно, поскольку у нас был цветной принтер, поэтому требовалась наглядность, чтобы люди на объекте могли собрать, и чтобы они понимали, что это такое вообще. Вот. Соответственно, требования были большие, а чтобы их выполнить, приходилось постоянно делать набор одних и тех же операций. Там вручную штриховку это выбирать, там вручную там слой назначать, ну и там размеры проставлять, у стропилины там все эти вырезы делать. Ну, в общем, это было не очень, скажем так, круто, мягко говоря. Не очень интересно. Поэтому я решил копнуть и, по сути дела, содержимое архифрейма. И вот первый файл, в который я влез, говорю, это архифрейм blocks. Начал там смотреть, что там есть. Ну и справка, соответственно, тоже. И я обнаружил, что главное, как уже потом я убедился, главная фишка архифрейм это, во-первых, большой функционал из коробки, что, по сути, вот ты устанавливаешь плагин, и ты уже можешь многое сделать, многие вещи себе упростить, чем если бы ты просто каким-то условным пруфмейкером или каким-то еще каким-то объектом будешь вручную это все делать. А второй плюс, не менее важный, это то, что очень гибкий инструмент. Ты можешь его настроить под себя прям очень хорошо. И чем дальше я копался в настройке, в устройстве архифрейма, в устройстве этих настроек, что можно сделать, что нельзя сделать. Какие-то ставил себе задачи промежуточные, там, что мне нужно сделать, там, вот, чтобы формировалась там стена так, чтобы стропильно так выглядела, там, чтобы вот я нажимаю материал стропила, чтобы у меня там штриховка была одного цвета, чтобы она была на определенном слое, чтобы там какие-то вырезы определенные сразу же создавались. То есть чем больше я это изучал, тем больше я понимал, что там возможности просто почти что безграничные. У нас вот в компании, где я работал первые 3 года, у них был свой цех, и, соответственно, там мы занимались тем, что, по сути, делали проект под ключ. То есть, помимо того, что нам нужно было сделать техническую документацию, то есть сам AR плюс КР, там еще нужно было провести подсчет практически всего. То есть посчитать так, чтобы отдать снабжению, чтобы они заказали и чтобы монтажники уже на объекте могли полностью все сделать под ключ. То есть это получается и раскрой материалов, и покраску, и крепежи все, и там, ну и водосточка, снегосдержатели и прочее, 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 там, урбероиды, да, там, то есть все. И, соответственно, все это делалось в таблице в Excel. И изначально как у нас происходило, что мы делали объект какой-то, там, условно говоря, там, навес, например, да, и делали выгрузку его в Excel. В Excel там есть, вот у Archiframe есть такая функция выгрузка, там
есть какой-то базовый шаблон, в который экспортируется весь пиломатериал, что есть у тебя в проекте. А после этого получается так, что этот пиломатериал ты просто копируешь в другой какой-то документ уже, где там есть какие-то заготовки, и начинаешь там возиться, оформлять все это, то есть как-то приводить это все в порядок. И все это занимало очень много времени, потому что там, ну, там же нужно было и столбцы отредактировать, ширину столбцов, там шрифты, все это. То есть таблица в Excel, там можно было целый день сидеть, все это оформлять, а потом еще переделывать. Ну, в общем, это была жесть, мягко говоря. Но я, когда пришел, я это все увидел и думаю, блин, ну надо как-то этот вопрос решить. И, соответственно, разобравшись, там есть файл с расширением Lua, в который и отвечает за выгрузку в Excel. И я когда с ним разобрался, в принципе, ну, сделал так, что, по сути дела, человек делает проект, нажимает выгрузить, ему открывается спецификация в Excel уже, таблица. Там он нажимает пару кнопок и как бы все, у него проект готов. То есть до такого дошло. Вот. А, Что касается того, что ну, языка, языковой барьер, там, перевод. Вообще изначально я, ну, как я уже сказал, что мы работали в 20-м архикаде, и проблема, как что вот мне доставлял дискомфорт то, что ну, все было на английском, и то есть понятное дело, что можно взять и там некоторые команды просто выучить, что они обозначают, да, и, в принципе, сказать все так и нормально. Но мне это не устраивало, потому что ну, мне это некомфортно постоянно. То есть ты, бывает, там какие-то функции проделал пару раз, потом ты забыл, э, там, условно месяц не делал, не нажимал эту функцию, а потом тебе вдруг она приспичила, и ты начинаешь вспоминать, как ее делать. Начинаешь там копаться в словаре, там что-то это, а там тоже функции некоторые похожие, а работают по-разному. И поэтому так просто ну, не вспомнишь. Я стал искать методы, как можно вообще это перевести, что можно сделать с плагином. И вот мне попалась одна программа, благодаря которой можно сделать перевод. Соответственно, я сделал перевод архифрейма. У меня вот там, причем довольно-таки богатый опыт. То есть я и 20-й переводил, и 24-й, 26-й. Сейчас вот вы 28-й буду переводить. Причем 28-я версия архикада, это будет как базовая для всех моих будущих наработок. Потому что, ну, там есть очень интересные функции, которые я хочу изучить именно в архикаде. Ну и в архифрейме там тоже есть полезное обновление. То есть обычно у меня цикл такой, раз в 2 года. Как правило, за последние 2 года, ну, там, всякие полезные функции и вещи вот, и в архикаде, и в архифрейме появляются. То есть я это уже на опыте могу сказать, что вот если с 20 по 22, с 22 по 24, вот с 24 по 26, и вот сейчас вот. Ну, 27 еще были такие более-менее, но он вроде как сыроват еще был. Поэтому я решил ну, на нем не заострять внимание и сделать, как обычно, вот на 28. Значит, я сделал перевод. Причем перевод не просто там интерфейс, да, а ну, по сути более полный. Он сделал, ну, примерно на 80%. Есть еще, конечно, некоторые недоработки, которые будут устранены в 28 уже версии. Вот вы здесь можете видеть, что ну, это у меня 24, соответственно, версия плагина вот от 2 октября 2022 года. Ну, это сам плагин. А вот перевод у меня здесь автофрейм, вот версия 1.0. Вот здесь я буду укладывать версию перевода. И, соответственно, здесь, помимо того, что переведен сам интерфейс, здесь также еще и XML настройки переведены. То есть и мало того, что они переведены, они еще адаптированы. То есть вот главный плюс, на мой взгляд, после возможности, да, что очень гибкий инструмент архифрейм, и можно подстроить под себя ну, практически все. Вот, например, здесь я
помимо того, что перевел, да, я здесь еще поставил порядок, который мне удобен, порядок функций. То есть это вторая верхняя обвязка, потом идет у меня ригель снаружи, ригель изнутри. Там ригель снизу я убрал, потому что я его особо не использую. Я добавил функцию косины. В дальнейшем я ее покажу, как она работает. Ну и здесь некоторые оставил, вот как они были. Здесь вот поставил вторым хедер, да, горизонтальной доски. Вот. Тут некоторые функции я убрал, потому что я ими не пользуюсь. Вот. И как бы здесь я это все сделал, адаптировал, так сказать. Но тут в чем еще какой нюанс, что у нас же есть руководство по использованию, и оно на английском языке. Соответственно, чтобы не терять функциональности, да, то есть ты там смотришь у тебя на русском, а там на английском, и ты не поймешь, как делать. Я, соответственно, начал переводить и эту методическую рекомендацию, да, то есть это пособие по Archiframe. И, ну, поскольку у меня уже и пособие, и перевод, то, в принципе, причем перевод пособия, это, по сути дела, разбор всех функций архифрейма, да? То есть, по сути дела, имеет смысл тогда и свой курс делать. Вот, именно как бы поэтому вот в этом заключается анонс, что я планирую сделать свой курс под названием Archiframe под ключ. Он будет включать в себя полностью адаптированный под российский рынок, ну, перевод, под российский язык перевод и как бы функционал, который нам нужен и которого не было изначально, но я его тоже добавил. То есть он будет включать в себя и сам плагин, да, и XML настроенный, и методическое пособие, и еще шаблон. Шаблон, потому что ну, все настройки XML, они связаны непосредственно с шаблоном. То есть он, как бы, они, там, настройки, там, скажем, цвета различные, да, там, слои, они все вместе скоординированы с файлом шаблона. Вот. То есть, как выглядит пособие? Пособие выглядит, ну, вот так вот. Вот, то есть, здесь у меня название, да, где-то версия, это еще бета, потому что она еще не переведена вся. И вот здесь, ну, я, конечно, не все тут перевел, потому что я в первую очередь перевожу то, что, чем я чаще всего пользуюсь, и то, чем буду пользоваться. Например, вот здесь, где ферма, я особо не трогал, да, Traces, потому что, ну, я ими не пользовался. Вот. Но это будет как бы приведено, но уже в последнюю очередь, например, да. Вот я именно что занимался в первую очередь, это, условно говоря, инструмент индивидуальные планки, да, и планки уже непосредственно в оболочках. Вот. Если я перевел, здесь по-английски это elements, но я перевел это как в оболочке, потому что, ну, российская альтернатива, по сути, это оболочки. Вот. А, вот. Ну и здесь, соответственно, мало того, что как бы здесь я... Причем это авторский перевод, то есть не просто там ввел в Google и что он тебе вставил, то и сюда и поставил. Нет. Здесь я именно как я понимаю это, так я это здесь и пишу. Вот. И помимо того, что тут будут стандартные главы, я это расширю. То есть я планирую две вариации курса. Первый курс это базовый, где, в принципе, вам под ключ уже есть какой-то готовый набор инструментов, и вы просто им пользуетесь. А если вам нужно продвинутый, если вы хотите разобраться в структуре плагина, подстроить его под себя, если вам нужны какие-то дополнительные функции, про которые я скажу в дальнейшем, то я здесь, у меня будет расширенное руководство, где будут дополнительные главы, дополнительные видеоуроки на эту тему, и там вы сможете уже более изучить. Ну, плюс будут стримы, да, где я буду рассказывать, что как работает, буду отвечать на вопросы. Ну, есть у меня есть группа в Телеграме, куда ссылка в описании,
куда обязательно пройдите. Там будут опросы. Мне нужна очень обратная связь. Я должен понимать, насколько вообще эта вещь актуальна, насколько она вам интересна, насколько вам интересен этот контент в целом. И, ну, то есть это как мотивация для меня. Вот. Ну и, соответственно, здесь, вот, можете видеть, да, то есть картинки все тоже мои. И, соответственно, всякие примечания. Вот, например, что Archiframe, вот начиная с 21 версии, он очень плохо стал работать с выгрузкой в кириллице. То есть, если у вас в пути есть хоть один знак кириллицы, то все, он будет ошибку выдавать. И поэтому обязательно нужно, чтобы был путь на латинице. Ну, если будете пользоваться функционалом, связанным с Excel. Так, перейдем к разбору новых функций, которые я добавил в Archiframe. Начнем с функции под названием выноска. Вообще существует несколько видов выноски. Э, Некоторые уже были в архифрейме, то есть это линия, да, и рамка. Ну, я их существенно расширил, добавил свои и выделил в отдельную планку, в отдельный вид на планке. То есть давайте непосредственно перейдем к разбору. Ну вот, например, создадим оболочку и каркас стены. Вот у нас стена, там 6-метровая, здесь дверь есть, окно. Зайдем в настройки. Да, вот здесь хочу сразу сказать, что даже если вы давно работаете в плагине Archiframe и уже привыкли к английскому интерфейсу, то все равно видеть это все на русском гораздо приятнее, вот, чисто даже физически, потому что бывает такое, что, как я уже говорил, некоторые функции вы давно не используете, а вот вдруг вам понадобилось, и вы либо про них забываете вообще, что они есть, и как-то их пытаетесь выкручиваться, да, либо пытаетесь ну, вспомнить, там, смотрите методичку, вот. А когда уже у вас все на русском, если вы примерно из описания понимаете, что это такое и как это работает, да, то есть вот. Ну, сделаем, например, однослойную оболочку. Здесь перейдем в настройки. Ну, в принципе, я здесь сделал предустановки. Вот здесь вот тип выноски я добавил, да, здесь вот линия с подчеркиванием. Вот я сделал для линии с подчеркиванием скрипт, который растаскивает эти выноски в зависимости от назначения доски. Да, то есть там стойки это один тип, там горизонтальные доски это другой тип, там обвязки это третий тип. Чтобы не приходилось вручную постоянно потом их двигать, да, а чтобы уже какая-то предустановка есть. Вот. Далее здесь, в принципе, ничего настраивать больше не надо. У меня уже преднастройки есть. То есть, видите, весь, как бы я некоторые функции убрал, которые мне здесь не нужны. А так, вот, в принципе, здесь ничего не надо. И так, нажимаем ОК. Нажимаем создать оболочку и создать планку. Ну и, соответственно, выбираем ее проекцию. Вот здесь можете видеть, что у нас создался каркас. Вот одна из особенностей, вот, что мне не нравится вообще в многих проектах, что очень некрасиво выглядит визуальная составляющая. Вот у нас просто на нашей работе приучили к тому, что все-таки красивое представление тоже имеет очень большое значение. И я как бы решил, вот мы с коллегой советовались, какую сделать цветовую гамму, как это все оформить, и пришли к выводу, что вот в таком виде, в принципе, выглядит уже более-менее красиво. Да, то есть, например, ригель одного цвета, там, вот это вот, я в дальнейшем расскажу подробнее, это у Косина. Такого цвета, да, ну, стойки, каркас такого. То есть цвета еще должны между собой как-то сочетаться, да, красиво и гармонично. Вот, ну и там дальнейший покажу каркас, там у нас и обрешетка другого цвета, и остальные детали, то есть, ну это вот мы так захотели в таком виде.
принципе, все это настраивается. Если там большой запрос будет, что надо как поменять, то это можно все как бы сделать. Вот что здесь можно выделить? Ну, во-первых, видите, да, линия с подчеркиванием образовалась у стоек, ну и, соответственно, у остальных элементов. Причем важно отметить, что вот видите, по скрипту горизонтальная доска здесь выглядит вот так, а, линия с выноской, да, здесь вот так, здесь вот так. То есть все это раскидано по скрипту. Ну, тут, чтобы привести это все в порядок, ну, в принципе, немножко можно там подвигать, соответственно, какие-то там стойки сюда подвинуть, там это, да, и чуть-чуть там, соответственно, в некоторых местах, например, здесь, да, подвигать. То есть, но, в принципе, как бы не очень много работы дополнительной, да, чем если вы просто вот как по умолчанию сделаете цифру посередине стойки, например, да. Но при этом э, визуальная составляющая ну, заметно лучше, потому что ну, четко видно, что вот, такой-то элемент имеет такой номер. И в принципе это довольно красиво. Что касается самой выноски, да, то есть их, как я уже говорил, несколько видов есть. Вот непосредственно вот в эта линия с подчеркиванием, она представляет из себя две точки, это так называемые хотспоты. Первый хотспот, он как непосредственно точка, да, она работает, перемещается только по оси элемента посередине. Это я сделал специально, чтобы не было такого, что она куда-то съедет сюда или сюда. То есть я специально ограничил, чтобы можно было четко по оси ее двигать только, и чтобы она не потерялась. Второй, соответственно, вторая часть это непосредственно сам ID и подчеркивание его, да, то есть она полностью интерактивна. То есть, если вы меняете текст, то и подчеркивание тоже меняется. Так вот, например, да. Соответственно, то же самое происходит с размером шрифта. Если вы его измените, то ровно так же у него и поменяется, то есть по нему подстроится линия. Ну и, соответственно, здесь добавлены специальные эти хотспоты. Это уже фиксированные хотспоты. То есть, если, например, вот эти вот, видите, розовый кружочек, это значит, что его можно двигать, да, то вот эти вот, они как бы не меняют никаких свойств объекта. То есть вот этот розовый там у него, видите, все параметры начала выноски, да? То же самое и здесь у розового. Вот смещение offset и Y offset. А эти, они не привязаны к параметру, они просто нужны, чтобы можно было удобно выбрать. Например, так раз выбрали, и вот у вас все появилось. То есть в чем преимущество, в принципе, такой выноски по сравнению со встроенным инструментом? Например, вот этой выноски, да, которая встроена в Archicad. Отличие в том, что у нас гораздо более обширные предустановки. То есть мы можем настроить ее ровно так, как нам надо по умолчанию. Потому что здесь хоть есть какие-то предустановки в Archicad, но далеко не все они редактируемые. Например, тоже длина выноски, расположение ее. Ну, где-то можно, но эти возможности гораздо меньше, чем если мы с помощью скриптов это делаем, да, то есть как бы больше, очень много ручной работы. И я столкнулся вот с такой ситуацией, что когда работал вот в последней своей организации, что там очень не любили эти выноски, но поскольку все производство привыкло уже к таким выноскам, то ну, приходилось вручную все эти выноски делать, а это, ну, вот огромная работа. Кому-то не нравилось. Соответственно, когда я уже сделал вот такие выноски, то стало гораздо проще. А второе преимущество в том, что если вы выделяете доску, да, в частности стойку, вот эту, да, то вы видите, ну, как бы отлично видно, к чему эта выноска относится. То есть, если у вас там множество стоек, множество досок, например, там тоже ростверк, да, и выноски рядом расположены, то бывает запутаешься, к чему вообще это относится выноска. Они еще сами по себе могут улетать куда-то, двигаться, то есть, ну, непонятно. А здесь вот четко видно, что к чему относится. Здесь я добавил также виды выноски, да. То есть, помимо того, что у вас есть там линия, да,
стандартная линия с подчеркиванием, можно добавить еще и круг. Если добавите круг, тогда у него здесь есть дополнительные настройки выноски. Вы можете выбрать здесь его настройки. Цвет штриховки вокруг ID, ну пускай будет белый, да. И вот у вас вот такая вот выноска получается. И в принципе можно комбинировать вот эти выноски. Да, то есть есть еще вариант. Это тоже, в принципе, изначально есть рамка, да. Ну, есть рамка с линией. Так вот, да, вот так вот она выглядит. Опять же, можно поднастроить чуть ее, чтобы она отображалась чуть получше, да, вот без этого. Но это как бы все можно настроить, если есть желание. И в принципе можно комбинировать различные варианты, да, то есть если удобно, можно сделать линию с подчеркиванием вот таких элементов, да, там стоек. Где-то можно просто оставить числом, где-то можно кружок, где-то квадратик. Но, в общем, можно комбинировать, делать свои слои, делать свои скрипты, и как бы все вместе это, ну, довольно интересная будет комбинация, интересный вид будет у проекта. И особых усилий от вас-то не потребуется. То есть вы там, по сути, один раз там, ну, подумайте, как вы хотите, чтобы это выглядело, да, там, потестируйте пару раз, и вот у вас будут вот такие варианты. Кроме того, эти выноски работают не только с проекциями, да, но и с 2D. Также можно произвести настройку некоторых материалов. Вот, например, если ростверк взять, да, 150 на 150, сделать его вот на плане. Вот видите, выноска также работает и с проекциями, и с видами на плане, да. И вот у меня здесь преднастройка, что линия с подчеркиванием. То есть я нажимаю здесь, ну, ставлю ID, вот у меня также работает эта выноска. Да? И, соответственно, с таким методом можно сделать любые преднастройки материалов. Да, то есть вот цвета штриховок у вас свои, какие-то еще параметры. В принципе, там поддаются настройки любые параметры, поэтому это довольно удобно, если вы хотите, чтобы у вас чертежи красиво выглядели, но при этом не хотите лишний раз запариваться, на это тратить время. Да? То есть, если у вас есть преднастройки, то вы, в принципе, можете все это сделать и не затрачивая лишнее время. Хочу показать таблицу, которую я сделал. Как вы видите, да, что вообще в архифрейме очень вот большое преимущество, опять же, да, что это гибкость, что по сути дела можно как угодно настроить. И это касается и, ну, это кат-лист, да, если терминологии архифрейма говорить. Вот этот кат-лист, его можно тоже настроить как угодно. Вот в данном случае я, видите, сделал чередование цвета строк, да, тут белый-серый. Ну, такой же функционал есть и вот начиная с 27-го архикада, да, но все-таки там не настолько большая кастомизация, какую можно сделать вот с помощью архифрейма. То есть скриптами тут можно вообще все что угодно делать. Банально. И добавить эти любые здесь столбики, да, с любыми значениями. И все это будет связано с вашей проекцией, да. То есть, ну, вариантов очень много, и настроить можно как угодно. Следующая функция, про которую хочу рассказать, это функция укосины. Вообще изначально в архифрейме нет никаких укосин, и они не предусмотрены. Причин несколько. Ну, во-первых, это не так просто реализовать, потому что из-за особенностей скриптов и архикада там есть некоторые проблемы с тем, чтобы сделать какие-то элементы под углом.
именно с автонастройкой. И плюс там скрипты очень сложные будут, если их пытаться как там программировать, потому что тут, видите, всякие проемы есть, да, и тут укосины, как они будут идти, они будут вырезать. Ну, то есть тут такое. Ну и плюс, как бы, наверное, основная причина, потому что, в принципе, им это не надо, у них плитная обшивка, и они здесь не используют никакие укосины, поэтому, как бы, для их реалий это не нужно. А вот у нас, да, у нас часто это используют, и, в принципе, если так посмотреть, то, конечно, можно и, ну, не так сложно сделать тюкосины, да, то есть если у нас есть, скажем так, ну, вот у нас есть проекция, да, мы можем просто взять, скопировать доску и повернуть ее, и там материал назначить. Но я решил немножко сделать поинтереснее, я просто добавил функцию, и функционал тут косвенно здесь есть вот в меню. То есть если мы хотим сделать косвенно, да, мы заходим в настройки, выбираем материал. Ну, вот у меня материал 2095 косвенно, да. Соответственно, я выберу материал, у меня вот эти величины толщина и высота, они берутся именно с материала. Если у меня там блок будет, то будет, соответственно, вот эти вот. Дальше параметр следующий это расположение косины, да, то есть снаружи или внутри. Я, например, если галочка, то она снаружи. Ну и начало у косины от начала стены. Там сделаем, например, 450. Да. Нажимаем ОК и нажимаем у косина. Видите, не получилось. Значит, нужно поменять расстояние. 650. Вот. Вот она появилась. То есть, если она мне нужна, ну, убирается. И, соответственно, вот она. Сама эта косина. Так, сейчас давайте скроем эту оболочку. Вот. И дальше уже ее можно редактировать. Так, вот бывает такое, что цвета у материалов пропадают. Тоже баги архифрейма. В принципе, можно нажать вот так вот, создать. И вот все, вернулось как есть. Все. Как бы, цвета стали такими, каким надо. И, в принципе, можно дальше работать. То есть ставить уже эту косину, как она там нам нужна. Да, там, условно говоря, здесь. Ну, условно. И тут дальше уже проводить всякие операции. Вот. Ну, в дальнейшем, конечно, можно это еще инструмент доработать. Можно количество косин, что, в принципе, конечно, не очень обязательно, потому что стены все разные. То есть можно просто копировать их, проблем нет. Но если будут такие идеи, то, в принципе, можно их и реализовать. Да? Ну, вот. А так, в принципе, довольно инструмент интересный. Можно добавлять свои функции, менять существующие. И, в принципе, таким макаром можно множество различных вариаций добавить. Именно какие-то там еще дополнительные стойки, перемычки и прочее, если они нужны. То есть добавить сюда функцию, там скрипт написать и ну, сделать не укосину, а что-нибудь еще, какую-нибудь доску. Вот. Следующую функцию, которую я добавил, является функцией пирог стен. Чтобы показать, как она работает, выберем стену размером метр на метр. И здесь выберем настройки. Например, пускай будет стена внутренняя. Здесь как бы в принципе из настроек есть только состав стен. Это название таблицы. Все, в принципе, больше ничего не надо. Все, нажимаем создать оболочку, создать планки и выбираем проекцию. Вот, мы видим, что у нас настроилась таблица, каталог с названием стен, с названием
слоев стены, да, и здесь разрез. Он уже вместе скомбинирован с выноской. Э, Типа выноска с линией, да. То есть, в принципе, что можно сделать тут? Немножко ее... Я уже делал скрипт, который раскидывает вот эти вот выноски по разрезу. В принципе, можно его еще чуть доработать, тогда он вообще будет автоматом раскидывать. Но это как бы тоже требует времени, поэтому я здесь вот решил сильно не заморачиваться и сделал вот такую раскидку. В принципе, тут тоже много времени не надо. То есть вот вы там здесь. Да, и вот у вас уже, в принципе, есть какие-то названия, да? Кусок, КЛ. Здесь у нас это гидроветрозащита. Ну, как бы ее тоже можно назвать в настройках оболочки. И вот. Как бы здесь можно, в принципе, как угодно редактировать. То есть этот параметр, он берется из названия оболочки. И, в принципе, чтобы поменять, нужно просто зайти вот ID Generation Text и поставить любое значение, которое вам надо, там, ветрозащита, например, да. Все, видите, вот у вас ветрозащита. Ну и так далее. И, в принципе, все это можно автоматизировать, опять же, допилить до нужного состояния. И у вас, в принципе, перо конструкции, там, пару кликов, и все готово. То есть это чисто моя личная разработка. Я сам тут изучал, как это делать, как эти оболочки, название оболочек связать с таблицей, да, с этой, и выноски добавлял. То есть это большая работа довольно-таки, но, в принципе, уже, на мой взгляд, выглядит неплохо. И существенно ускоряет создание этих разрезов стен. В особенности, если у вас если вы работали в шаблоне от Сижа, да, там зачастую приходилось постоянно какие-то правки такие вносить в этих разрезах. А тут, в принципе, вот вы выбрали стену, выбрали ее состав, да, вот здесь вот все, и нажали пару клавиш, вот у вас есть готовый пирог, можно поднастроить, да, и, в принципе, будет вообще отлично. Вот. Помимо того, что я добавлял какие-то функции, я вносил правки непосредственно на сам объект GDL, то есть объект планки. Да, здесь у меня переведено многое, добавлены какие-то свои функции с выноской и вообще много всякого. И кроме того, я добавлял так называемые хотспоты, это узловые точки. То есть, если мы сделаем инструментом архикада вырез, скажем, выберем вот этот инструмент, у нас цель, выберем стропила, выберем здесь две обвязки, прям выполнить, у нас здесь сформируется паз. Вот. И в этом пазу, как можете наблюдать, я добавил узловые точки, чтобы было удобно его стропилину потом перемещать. Да? То есть вот у вас это сформировалось, и вы можете, в принципе, как-то это все менять. Да? Довольно удобно. Зачастую, часто очень, вот я когда делал фахверковые конструкции, часто очень эта функция была полезна, потому что если там нужно что-то подвигать, не было, не за что было зацепиться, только вот эта точка была и неудобно. А так довольно удобно. Более того, я также добавил эти узловые точки в самих оболочках. Да, то есть если выбрать такую оболочку, да, то вот видите, что теперь у нее узловые точки есть не только с одной стороны, но и с двух сторон. Тоже удобно, если нужно переместить эту оболочку. В частности, это вот было удобно, если у меня там крыша, кровля, и там несколько слоев
и мне нужно было как-то сместить, но бывало, что не на что хватать. А вот теперь эта проблема решена, вот видите, есть узловые точки. Еще одним улучшением, которое я добавил, это добавление узловых точек не только на 3D виде, но и на проекции. То есть, опять же, вот пример этого стропильня. То есть, нам нужно сделать вырез, да, мы делаем, опять же, это инструментом. То есть, наша цель, два оператора. Вот у нас сформировался этот пас, да, и теперь мы создадим проекцию. У меня здесь есть несколько вариантов. Предустановка у меня вид спереди и сверху, вид спереди. По умолчанию это, естественно, по умолчанию где-то с этих сторон. Сделаем первый вид спереди без размеров. И вот, создадим его здесь. Вот у нас создалась проекция. И вот вы можете заметить, что здесь появились узловые точки у проекции. Да? То есть теперь, если мы делаем какие-то размеры, то нам не обязательно делать декомпозицию вида, чтобы превратить это в штриховку. Мы можем просто так выделить. И теперь, если у нас меняются размеры объекта, то проекция меняется, и, соответственно, размеры тоже меняются. Да? Это довольно удобно. Конечно же, можно, опять же, использовать вариант с декомпозицией вида, но тогда, если вы меняете габариты, которые стропильные, да, то у вас штриховка автоматически меняться не будет. То есть надо будет за этим следить. В принципе, вот эти узловые точки, они добавляются под каждый вид проекции. Да, то есть здесь у меня на виде спереди добавляется, их можно добавить и в различные, и другие проекции, вид сверху, там, торцевой вид, как угодно. То есть, вот в моем случае, поскольку у нас в основном требовалось именно вид спереди и вид сверху стропилы, то мы как бы под эти два вида я и делал, соответственно, узловые точки. Далее, в принципе, можно этот инструмент усовершенствовать. Есть в Archiframe скрипты, которые отвечают за то, чтобы делать размеры вот эти в автоматическом режиме. Но по умолчанию далеко не все вот эти вырезы он образмеривает. Либо если образмеривает, то образмеривает не совсем правильно. Не как будто мы хотели. Да, там, то есть не очень наглядно получается. Там, и, то есть бывают какие-то косяки. Вот, поэтому обычно я вообще по умолчанию делаю без размеров встроенных. Особенно если это какая-то более сложная деталь. Но есть опыт создания таких редактирования объекта GDL таким образом, чтобы эти размеры автоматически производились вот просто по нажатию клавиш. Да? То есть, например, вот, как это было реализовано вот, в моей организации, в которой я работал. Да? То есть, условно, была здесь какая-то там настройка, типа там размеры стропил. У нас еще как бы было в целях унификации был как бы договоренность у проектировщиков, что мы стараемся проектировать вот наш стандартный угол, например, кровли 26 градусов. И у нас получалось как, что эти стропилины, по сути дела, такого типа, да, тут еще скошено там есть, да, то есть они стыкуются, вот, и вот этот способ. И получается, они все одного типа. И у нас был даже шаблон образмеривания. То есть, как мы должны образмерить это стропильно так, чтобы оно выглядело красиво и в цеху было понятно, что откуда берется. А выглядит она, тип у нее одинаковый, выглядит она одинаково, но у нее разные параметры, вот этот параметр, да, то есть расстояние между пазами, да, и толщина, вернее, ширина. Высота-то. Высота, и ширина тоже бывает разная, то есть какие-то характеристики самой стропильной меняются, ее длины меняются, да,
И приходилось, вот там у нас было в проекте по 20 стропил, условно, да, если сложная кровля. 20 различных стропил, каждую надо образмерить. Но они там, эти пазы довольно-таки сложные. То есть не просто там какой-то один вырез, а там здесь вырез. И он встроенные инструменты не позволяли красиво все это образмерить. Вот. И ну, приходилось вот 20 стропил, ну, можно представить, да, какой-то объем работы. То есть ты просто делаешь проекции этих стропил, и потом просто их каждую образмериваешь. Это может быть очень много времени занять. Вот. А потом, если какие-то правки, то ты будешь еще раз это все переделывать. Ну, такое себе удовольствие. И многих это бесило, вот эта монотонная работа. И я как бы, у меня было решение, что я как бы такое немного через костыль, да, но тем не менее, что здесь, когда редактируешь проекцию в объекте в GDL, можно задать так, чтобы он всякие линии одновременно, ну, помимо вот этой проекции, он еще какие-то линии там, да, делал. То есть, условно говоря, я задаю, что у меня там, если у меня такой-то пас, то я делаю там какие-то линии, так вот. И как бы, ну, их делаю так, чтобы это как подражало, как будто это размер. То есть я, получается, вот накидал, ну, условно это нарисовал, да, то есть такие линии, они как бы имитируют размер. И я подбирал вот эти линии таким образом, чтобы под наш шаблон общий образмеривания, он все подходило. И в итоге получилось так, что да, это очень крутая вещь, очень востребована у нас была, что ты по сути нажимаешь на клавишу, ну, на кнопку. Вот у меня там было две вариации, верхняя обвязка и стропила. И я нажимаю стропила, он у меня был, образмеривание было заточено под угол 26 градусов. Нажимаю кнопку, и у меня автоматически все размеры здесь появляются. Здесь ничего делать не надо, по сути. Все. И это очень сильно упростило работу, очень ускорило, и в принципе гораздо приятнее было. Вот. Поэтому возможно такое. В принципе, в теории возможно и сам скрипт архифрейма поменять так, чтобы он исходные размеры, вот это образмеривание, да, там есть эти димлайны, эти вот точки привязки, чтобы он их, эти точки вставлял, ну, как бы учитывал при поставлении размеров и ставил нам нужные, ну, размеры. Но это тоже требует изучения, тоже там. И то он все равно, все размеры все равно не поставит как надо. Не настолько гибкий инструмент, чтобы вы там прям и вот этот размер, и вот чтобы и вот этот размер вот этот поставил он. Вот так вот, как вам надо, да? Как у нас по шаблону. Вот этот размер. То есть он поставит как-то вот этот горизонтальный, вертикальный. А вот такие, и еще угловой. Угловой, насколько я знаю, он вообще не ставит. Точнее, он ставит, но не ставит вот в нужном, не ставил в нужном нам виде. Да? То есть там тоже качественные нюансы есть. Вот. Поэтому я такой. И в принципе, если вот у вас есть какая-то похожая ситуация, да, что у вас стропилины, они все как бы однотипные, но вам приходится постоянно делать образмеривание, и вас это задолбало уже, ну, можете, в принципе, написать группу, можем это, в принципе, решить. Следующая моя разработка — это параметрические объекты. Есть в Архикаде, начиная с 24-го, появился плагин Parama, ну, который, по сути, является аналогом Dynamo в Revit. И многое вообще, что выходит в Архикаде в последнее время, ну, копируется с Revit. Вот в данном случае был запрос сделать для визуализации вот такой параметрический щит, потому что средствами архифрейма делать его, ну, довольно долго, потому что здесь эти рейки горизонтальные, ну, под углом, они, ну, их не так просто. Их надо, то есть, это тиражировать, потом все обрезать, это, то есть, ну, время занимает, а для визуализации, ну, жалко тратить время. Все-таки всего лишь картинка.
И поэтому вот был такой запрос. И в принципе, ну, как бы здесь можно там есть, да, ну и так далее. Вот, да. То есть, нет, этот, как бы он меняется. В принципе, дальше его можно модернизировать, то есть сделать так, чтобы можно было редактировать его вот по вот этому щелчку. То есть здесь будет не эта черная узловая точка, а редактируемая узловая точка, так называемая, это такая вот розовая точка. Ну, как бы это просто требует времени, и мне как бы это не особо хотел тратить на это, поэтому я оставил его так. Вот. А еще один объект, который я делал, это, по сути дела, стеновой щит. Да? То есть здесь есть каркас, и он обшит имитацией. Да? Ну, без рейк тут. Рейки там не нужны были. Ну и имитация закрыта еще нащельником. Да? То есть, в принципе, для визуализации вполне достаточно. То есть можно редактировать, здесь профили выбирать, да, выбирать там высоту, ширину каркаса, там, ну, то есть все редактируется, можно какие-то параметры добавлять, потом это редактировать уже в обычном GDL. То есть вариаций много. Поэтому, если вам интересна такая тема, то обращайтесь, будем как бы, смотреть, обсуждать, как-то применить и так далее. Одна из моих главных разработок – это создание таблицы с подсчетом материалов сооружения. Я работал на несколько организаций, и у одной был свой цех, в другой не было своего цеха, поэтому под каждую приходилось делать какие-то свои наработки, свои правки вносить. Вот, в принципе, как это вообще происходит? У Архифрейма есть изначально возможность сделать экспорт пиломатериалов из вашего объекта, да, в таблицу Excel. Как это происходит? То есть вы выбираете вот здесь вот вкладку, выбираете нужную вам таблицу и нажимаете экспорт. Как это, ну, то есть смысл какой? Что есть какой-то шаблон с каким-то базовым оформлением. Вот вы нажимаете этот, что-то, какую-то таблицу, да, экспорт, и он, получается, вот пиломатериал, что у вас есть, и еще какие-то дополнительные там элементы. Он, получается, копирует в этот шаблон, создает новую копию и копирует туда весь пиломатериал с объектами. Да, то есть, как бы, суть такая. Я решил это расширить. То есть, помимо того, что я добавлял туда различные макросы в саму эту таблицу, я и саму таблицу изменил под те требования, которые нужны были. Внешне это выглядит вот так. То есть у меня здесь есть по умолчанию, это я заменил исходный шаблон экселевский на шаблон с расширением XLSM, ну, это расширение с поддержкой макросов. И также добавил сюда расчет балки, это расчет по двум предельным состояниям. Его функцию и как он работает, я покажу в дальнейшем. А вот сейчас нажмем экспорт. Здесь выскакивает окно, где обязательно нужно выбрать именно путь с кириллиц, с латиниц. Да, то есть название должно быть с латиницей и путь должен быть только с латиницей. Вот, нажали экспорт, и у нас такая таблица сформировалась. Здесь есть данные о проекте, они берутся из информации о проекте. Вот здесь вот, да, то есть вот все, что здесь вводили. Это очень удобно, то есть если у вас какой-то шаблон, и вы не хотите одну и ту же информацию несколько раз там вводить, у вас есть функция автотекста,
То есть вы какое-то здесь либо создаете, либо изменяете какое-то вот здесь поле. И потом можете на это поле ссылаться во всем шаблоне. То есть если здесь вы измените, то он автоматически везде обновит. И, соответственно, также этот текст работает и вот в этой таблице. То есть он подтягивает данные оттуда и делает здесь. То есть вот так это выглядит в исходном виде. То есть в шаблоне пустом вот есть вот это вот заглавие, да. Но в дальнейшем вот это все, что есть. Далее уже в ход идут макросы непосредственно в самом Excel. То есть как это он у меня работает. Я нажимаю сортировку. У меня здесь появляется, соответственно, оформление. Тем так именно, как никак не надо. Да? Далее я нажимаю автоматический раскрой. Жду некоторое время. Вообще сам модуль раскроя состоит из нескольких, опять же, модулей. То есть я там нашел один модуль, в котором красивое оформление выхода там раскроя. А второй модуль, это который непосредственно сам рассчитывает количество материала. И их объединил, тут добавил все правки, и в общем у меня получилось, что вот такой вид по общему сечению, да, то есть что довольно-таки красиво. То есть для цеха, в принципе, очень даже неплохо выглядело. То есть им, в принципе, нравилось. Да, то есть, в принципе, можно это еще как-то поменять, если вам потребуется, да, но в принципе здесь выглядит неплохо уже. Далее, если вам нужно что-то там поменять, какое-то сечение, добавить доску, да, скажем, есть ручной раскрой. То есть брать сечение, длину и количество, брать, например, такой вот диапазон, да. Нажимаете куда, все, вот у вас почитал 8 штук здесь, условно говоря. Так, а также можете по сечениям раскидывать, то есть отдельно пересчитывать, где вам надо. Вот. И как бы конечный макрос — это таблица пиломатериалов. То есть нажимаете, вот у вас получилась такая таблица, сформировалась на основе вот этих вот чисел, которые являются результатом уже вот этих расчетов. Да, то есть у вас 158 штук. И здесь же у вас вот 8 штук. Да, то есть вот это поле заполнилось, и оно как бы посчитало, и вот у вас есть. Особенностью подсчета пиломатериалов именно в этой организации было то, что здесь нужно было считать бруски не по штучно, да, там, то есть с учетом отходов, а просто по метрах погонных. Потому что там эти бруски, отходы от брусков, они тоже как бы учитывались, их тоже там, грубо говоря, применяли. И чтобы лишние бруски эти не закупать, как бы просили сделать так, чтобы считал метр погонный, а потом после метр погонный этот делился на 3. Поэтому вот здесь вы можете увидеть формулу, да, то есть вот как она выглядит. Вот он считывает здесь сечение. В данном случае там у нас сечение бруска было 40 на 50, да. Вот он, видите, сумма, если вот это сечение 40 на 50. И вот здесь общая длина метрпогонных. Вот если, получается, он увидел, что это 40 на 50 сечение, то он суммирует значение с этих столбиков. И потом это все делит на 3. То есть ровно так, как нам надо. То есть вот он считает 2 штуки. Здесь я, естественно, не открывал вид со всеми брусками. То есть тут как бы просто пару штук. А все остальное, видите, он посчитал в штуках. Что там раскроет. То есть, в принципе, это уже неплохой инструмент. Довольно удобно. И, в принципе, если вы постоянно занимаетесь раскроем, да, то есть, если
Сейчас, вот у нас как было, что у нас по несколько объектов можно было в месяц сдавать. И, соответственно, ты постоянно делал эти раскрои. И вот это довольно быстро и удобно, если вы под себя его поднастроили, да, то, в принципе, довольно интересно работать в нем. Таблица материалов для организации, у которой есть цех, выглядит немного иначе. Она поинтереснее. Соответственно, как это вообще все выглядит у нее. Здесь появляются дополнительные таблицы, то есть простая спецификация и расширенная. Ну, вот выберем расширенную. Дальше все то же самое. Экспорт в Excel. 2. Более тяжелая таблица, поэтому чуть подольше будет. Вот так вот она формируется. То есть здесь текст какой-то, да, дополнительный, который тоже в Lua скрипте экспорта делается. И здесь, соответственно, сам пиломатериал. Ну и плюс тут дополнительно видно, да, что цвет детали и наименование цвета это уже для покраски, для расчета покраски. То есть здесь схема такая же. Называется еще сортировка. Тут происходит нужная нам сортировка. Дальше автоматический раскрой. А сама точность раскроя, ну вот если мы сравнивали с коллегой, с Кадинглайном, ну дом 100 квадратов, где-то примерно, ну, разница в одну доску. Вот самое ходовое сечение там 45 на 145. Одна доска, то есть, ну, практически ни о чем. Но при этом работать здесь, как мне кажется, быстрее и удобнее. И плюс можно под себя подстроить. Поэтому как бы, мне нравится гораздо больше, чем там. Вот. И здесь есть дополнительная функция расчета покраски. Тут выбирается цвет, условно говоря, коэффициенты. Здесь. Хочу сказать, что здесь не просто считает просто площадь поверхности и все, да, тогда, в принципе, не обязательно, было бы не обязательно какой-то сложный механизм делать, да, вот как здесь. Но здесь именно на основе фактических, э, фактической покраски в цеху. То есть как они красят, во сколько слоев, торцы, фасадные поверхности, да, то есть внутренние поверхности. Они дают нам информацию, как у них получается, сколько краски уходит на каждую грань. И мы, соответственно, на этом основе сделали какие-то формулы для досок шпунтованных там одни формулы, для решетки другие, да. И как бы от этого и зависит общее количество посчитанной краски. Нажимаем расчет, вот он проводит расчет. Эти модули я писал сам полностью, то есть ни откуда не брал. В центр на краску, все вот это я лично сам делал. Ну и, соответственно, вот у нас есть подсчет краски, да, то есть по цветам раскидано все. И вот мы имеем какую-то площадь, объем. Ну и, соответственно, здесь также. Кроме того, там я добавлял отдельную иконку, то есть вбить крепеж в таблицу. То есть как это работало. Условно говоря, редактировался сам GDL объект. Здесь было две вкладки. Крепеж, получается метр погонный, и крепеж точечный. Что это значит? Что если метр погонный, то, например, это наличник, да, там откос, плинтус какой-нибудь. Ну, там условно брали формулу, что там, например, на каждый метр погонный там столько-то крепежа надо. Все. И, соответственно, там, в принципе, выбиралось вот здесь вот сечение, плинтус, создавалось, все. Как бы там ничего не надо больше делать. Крепеж автоматически считался. И он в этой таблице учитывался. Вот, в столбце.
А если это точечный крепеж, то, соответственно, здесь у нас была какая-то спецификация общая, то есть какие наименования крепежа мы используем. И вот мы выбирали, например, что вот сюда стропильно, да, тут 4, 4 самореза конструкционных, там, такого-то размера. Все, вот здесь выбиралось, там, 4 штуки. И все, потом оно все учитывалось вот здесь вот. И высчитывалось, и ставилось вот сюда. Там тоже довольно-таки серьезные вопросы, конечно. Но, в принципе, результат был очень... Мне очень нравился. Вот. Поэтому... И все это можно дальше редактировать. То есть, если есть желание, можно как-то продолжить работу над этим. Я не уверен, насколько многие вообще знают такой функционал. Я подозреваю, что в Excel мало кто делал экспорт, скорее всего. Но я могу сказать что по личному опыту, что вещь довольно интересная. И, в принципе, для того, чтобы сделать курс под ключ, то есть, когда там не надо куда-то еще какие-то сторонние программы есть, ну, заходить, то есть, у тебя вот есть интерфейс, ты полностью на нем работаешь, если тебе что-то надо, какие-то материалы, ты нажимаешь, у тебя там дальше продолжается работа, то есть непрерывная такая, да, ну, на мой взгляд, довольно интересно. Поэтому, если у вас какие-то мысли есть, то пишите. Пишите под этим видео, пишите в группу, проходите там опрос обязательно. Ну и ждем. Для расчета конструкции у меня есть своя таблица в Excel. В принципе, как бы есть несколько вариантов расчета, да, то есть большинство использует декор, самая такая простая универсальная программа, и в принципе для большинства задач она вполне подходит. Также есть вариант, очень всем советую ознакомиться с ПК Lira Soft версии 10.12. Там есть расчет деревянной конструкции, и если вам нужно посчитать какую-то пространственную конструкцию, то там есть демо-режим, до 1000 узлов вы вполне сможете ее посчитать, при этом довольно-таки точно, потому что там реализована поддержка и по нормативной составляющей, то есть там прям СП очень хорошо учтен, да, и дерево, то есть особенности деревянной конструкции. Вот, поэтому советую знакомиться. У меня, как я уже сказал, есть своя таблица, и принцип работы у нее следующий. То есть вы выбираете конструкцию, которую хотите посчитать, выбираете доски, которые с ней соприкасаются, да, то есть тут накладка, ригель, например, какие-то пришотки еще, да. Все их выбрали, выбираете расчет балки, нажимаете экспорт, окей, сохранить все. И вот у вас такая табличка возникает. Такой лист Excel. Здесь вы вносите ширину грузовой площади, да, там длину, высоту, ширину, здесь угол, вот здесь. Ну, этот лист это сбор нагрузок. Вот. Здесь вы можете добавить свой пирог, да, то есть это я так условно здесь делал. У нас чаще всего был похожий пирог какой-то. Тут либо гид-черепица, металлочерепица, да, то есть утеплитель, там обрешетка сплошная, не сплошная. Ну, то есть, либо как это сплошняком считается, либо через шагом. Да, то есть добавляйте здесь сюда, какие вам еще надо. И либо обрешетку можете, если сплошная. Если с шагом, то можете вот здесь вот. Как бы она здесь вставляется. То есть все, что вы выделили, собственный вес от этого, он учитывается вот здесь вот. Вот. И здесь этот лист сбор нагрузок происходит, то есть здесь и снеговая, и ветровая, то есть вы здесь вот выбираете, да, район нужный, вводите, соответственно, здесь ветровая нагрузка. Ну, у нас здесь чаще всего третий район, поэтому я не менял его.
Ну, как бы можно модифицировать, и можно будет вбирать туда. Соответственно, и снеговая, и ветровая. Тут собственный вес, нагрузка уже с той таблицы. Вот, и общие расчеты. Здесь уже как показаны результаты расчета. Вот здесь все данные есть, расчетная схема, вот, курсовая площадь, и рассчитывается вот значение по первому предельному расстоянию и по второму. И есть еще расчетное скалывание. Тоже бывает удобно. Ну, это вот, в частности, если нужно какие-то там вот, фахверковые конструкции, да, там, или навесы какие-то, да. Тут у нас много было навесов, поэтому у нас расчет какой-то балки, на которой опирается куча стропил, либо какая-то ферма, для нас это было актуально. Вот. Поэтому, в принципе, вот такие вещи можно делать, можно ее еще усовершенствовать, улучшить, там, сделать здесь, например, стропила, обвязка, выбор, да, и тут немножко по-другому будут расчеты вестись, да, то есть здесь как бы с запасом получается в итоговое число, вот, и как бы ну, можно сделать более точным. То есть на самом деле функционал очень большой, и взаимодействие архифрейма с Excel позволяет открыть очень широкие возможности. То есть все что угодно. Вот. Ну и в заключение хочу сказать, что в принципе благодаря плагину архифрейму возможности для автоматизации они по сути безграничные, все зависит от потребностей и то есть инструменты для автоматизации очень серьезные и вы можете их подстраивать их под себя как угодно. Поэтому, если вам интересна эта тема, если вы хотите больше видео, если вы, может быть, какие-то связанные темы с этим, вам что-то интересно, то обязательно подписывайтесь. Пишите, что вам понравилось в этом видео, что не понравилось. Всю критику, естественно, учтем. И обязательно зайдите в группу, пройдите опрос. Мне очень важна обратная связь, знать, что это кому-то интересно еще. Вот. Всем спасибо за просмотр.